Всем привет! Мы на пасхальные праздники отправились в небольшое путешествие, и наша первая остановка – это город Бадия. Этот город интересен тем, что в нем построены вот такие тут однотипные панельные дома. Его застраивали во времена диктатуры Франко. Здесь выдавали рабочим жилье бесплатно, прям как в Советском Союзе. Не знаю, как вы, друзья, но я скучаю по панелькам. А история у этих панелек вот какая. В конце 60-х, еще во времена Франко, испанцам в этой области не хватало жилья. Этот поселок находится в 20 километрах к северу от Барселоны, и рабочие как раз сюда тысячами съезжались со всей Испании на заработки в госкомпаниях, а селить их было просто некуда. Поэтому государство взяло кусок земли у 3 соседних городков и решило с нуля построить новый город. Причем площадь оказалась строго ограничена, всего 1 квадратный километр. Еще, как по мне, это очень похоже на наши жилые районы тем, что очень большое расстояние между домами. Здесь есть какие-то дворики, напаркованы машины, и даже люди вот под балконом у себя садят какие-то цветочки, как-то имеют какой-то двор, а не просто дом к дому, между ними дорога, как в Валенсии. Возможно, это потому, что построили только половину из того, что собирались. Планировали 12 тысяч квартир, но в итоге получилось около 5 тысяч. Зато плотность населения здесь меньше, чем в крупных городах, а дома выше. Еще из интересного, этот городок спроектирован в форме Пиренейского полуострова. Да, на проекции из космоса видно, что улицы названы в честь районов и провинций Испании и Португалии. Да, планировкой занимался архитектор с нестандартным подходом. Город пришлось втискивать между автотрассой, железной дорогой и аэродромом. И ему, видимо, пришла в голову гениальная идея. Он просто взял карту Пиренейского полуострова и наложил ее на участок. Так и получилось Испания и Португалия в миниатюре. Авенида Кантабрийского моря на севере, Авенида Средиземного на юге, улица Сарагоса в центре полуострова. А главную улицу назвали Бургас, потому что именно Бургас был первой столицей франкистской Испании. В 1975 году тогда еще принц Хуан Карлос приехал на открытие нового города. Всего через 4 месяца Франко умрет, а Хуан Карлос зайдет на трон и начнет строить демократию. Хорошо здесь, как-то, знаете, вот очень уютно по-домашнему. Это уже какой-то стокгольмский синдром. Вот даже кошка ходит. Даже кошечка ходит. Ай, зашла под машину. Вот она. Я не могу это объяснить, но здесь как-то даже пахнет так, как у нас во дворах. И вот это эхо какое-то за счет вот этих высоких одинаковых домов, за счет промежутков между ними. Вот дети играют как-то. Вот эти звуки, которые голуби издают, вообще очень вайбово. Да, и у них тут даже, судя по желтым трубам, проведен газ в этих домах. Очень по-советски. Не знаю, сейчас просто так в Испании никто не делает. По-нашенски, по ГОСТу. По-нашенски, по ГОСТу, как заметил Антон, да. Я сама этого не знала, но Антон мне объяснил, что красить газовые трубы в ярко-желтый цвет принято только в наших краях. В остальных европейских странах такого правила нету. Поэтому желтые газовые трубы – это еще одно составляющее в копилочку совковости данного городка. Вы только посмотрите, здесь даже побеленные деревья для полнейшей постсоветской атмосферы. Непонятно одно, почему лавки пустуют, почему на них никто не пьет пиво. Где бабушки? И бабушки, где бабушки, Антон спрашивает. Вот бабушки идут, они не сидят, они ходят. Точно, это испанские бабушки. Это нормальные испанские бабушки, да. Ну, кстати, бабушек здесь действительно больше, чем детей. 64% жителей Бадии старше 40 лет, 22% старше 65 лет.
Причина кроется в самой системе соцжилья. Квартиры нельзя было свободно передать или продать даже собственным детям, только через очередь. А новые дома строить нельзя, поэтому молодежь вырастала и уезжала. Но в 80-х все было гораздо мрачнее. Героиновый бум и всплеск уличной преступности ударил по рабочим кварталам по всей Испании, и Бадия не стала исключением. Атмосферу того времени легко проследить в кинематографе. Здесь снимали некоторые сцены из культовой испанской трилогии «Бродячие псы» «Perros callejeros». El coche se queda aquí. Tú, vete a la esquina y mira si el chicle está cenando en el bar. Vale. Corre. No hay mucha luz. Ahora me encargo. Esta noche te la pasas en la comisaría. Вот интересные у них какие-то поставались кое-где металлические ставни, которые в сторону съезжают. Испанцы всегда прятались от солнца всеми возможными способами. В вот этих домиках, испанцы их называют звездочками, но мне они больше соты напоминают, типовая такая здесь застройка интересная. Они имеют такую проблему, что некоторые панели, вот особенно балконные, они сделаны с использованием асбеста. Это было еще, естественно, до того, как люди открыли то, что асбест является канцерогеном. Поэтому сейчас много балконов закрыты на реконструкцию, а некоторые уже реконструировали. Но асбест не единственная проблема, с которой жителям пришлось разбираться самим. Когда сюда въезжали первые семьи, из инфраструктуры не было почти ничего. Ни школ, ни поликлиники, ни нормального транспорта. Своего муниципалитета тоже не было. Бадия не была отдельным городом, а управлялась двумя соседними городами по очереди, сменяясь каждые полгода. Самостоятельным городом она стала только в 1994 году, через десятилетия протестов. Сейчас здесь появилась вся необходимая инфраструктура, и местные жители не спешат отсюда уезжать. Правильно, вот Антон подсказывает, что вот эта вот улица – это граница между вот этим муниципалитетом Бадия, типовым застроенным, и обычным испанским городом с другой застройкой. Сразу видно, что очень отличается. Ну, вот и все на сегодня. Вторую часть этого видео мне придется снять на пути обратно. Сейчас объясню, почему. Мы собирались сегодня снять еще один не менее интересный артефакт, но скоро стемнеет, и мы уже не успеваем. А почему так случилось? Потому что мы забронировали машину больше месяца назад в компании-прокатчике Viber. Сейчас я здесь логотип вставлю. И мы должны были забирать сегодня в 10 утра. Они позвонили в без 15:10 нам и сказали, что мы не можем забрать эту машину, как бы они отменяют нашу бронь. Знаете почему? Потому что они сдают только туристам, которые прилетели на самолете, а мы как бы местные, мы там живем, и поэтому они нам отказываются ее сдавать. Нам пришлось брать другую машину, хуже, гораздо дороже, и выезжать на 4 часа позже из-за этого небольшого инцидента. Самое обидное, что мы у этой компании уже ранее брали машину в аренду полгода назад, и ничего такого и близко не было. Поэтому мы решили, что компания проверенная, возьмем там еще раз. Вот, если вдруг кто-то соберется брать, чтобы вы знали. На обратном пути мы попытались пробраться к интереснейшему артефакту, но у нас не получилось. Дело в том, что он расположен в лесу, в горах, и мы на Фиатике не смогли там проехать, хотя пытались по 2 разным дорогам. Мы обязательно попробуем еще раз, в крайнем случае поднимемся пешком, и тогда сделаю отдельное видео про это сокровище. А пока что мы направляемся во Францию и заезжаем на последнюю испанскую заправку перед границей. Если верить Google картам, то во Франции бензина меньше 2 евро за литр нету, а здесь евро 50, поэтому мы заправляемся.
Расход у нашего Фиатика в поездке получился 5 литров на 100. Хоть какой-то плюс от того, что в нем нет и 70 сил. Мне немного потрепала нервы долгая дорога на маленькой машинке, но, честно говоря, нам крупно повезло, что на Семана Санта мы смогли хоть какую-то машину урвать день в день. В следующем видео расскажу о наших приключениях во Франции. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.